Привет, гильдия! В этом видео мы разберем все мировые задания долины Чэнь Юй. Вы узнаете, как активировать их, где они расположены, ну и что самое главное, я покажу, как с легкостью пройти все сложные моменты, решить все головоломки, загадки в этих заданиях. Чтобы игра приносила только приятные впечатления, для вашего удобства в описании под видео вы сможете найти тайм-коды с нужными вам заданиями и загадками, но даже если после этого у вас возникнут трудности, вы также можете посмотреть полные прохождения всех этих заданий. Ну и конечно же, если у вас останутся вопросы или нерешенные загадки, пишите о них в комментариях, и я обязательно запишу видео с их решениями. По лайкосу, да понеслась! Нефритовое благословение. Цепочка заданий мира, раскрывающая проблемы долины Чэнь Юй в георегионе. Для запуска задания достаточно просто прибыть в локацию, и вас автоматически перебросит к адепту Фудзинь. А чтобы локация стала доступной, вам нужно достичь как минимум 20 ранга приключений и пройти задание архонтов «Песнь о драконе свободе». Начинается первый этап – священные горы деревня Цяонин. Навешав нам задач и одарив силой адепта, нас учат превращаться в карасика. Выполнив прыжок золотого карпа, мы отправляемся в деревню, по пути активируем башню архонтов. Добравшись до деревни, находим старину Лу и разговариваем про чаек. Затем отправляемся к дядюшке Ло и разговариваем про чаек. Про чаек мы будем говорить часто, и по итогу есть вкусняшки будем, в сухомятку, но вернемся к заданию. По просьбе старины Лу покидаем деревню Цяонин, пройдя по тропинке на запад, и на выходе замечаем небольшого карпа, парящего в воздухе. Идем за ним, используя силу адептов, стиль карасик. Добравшись до озера, вставляем похитителям сокровищ по первое число, ибо а почему бы и нет. И решаем первую головоломку. Приблизьтесь к большому лотосу на воде и вновь активируйте силу адептов. Цветок пропадет, а от персонажа начнет исходить энергия светильника. Заплываем в центр маленьких светильничков, и когда энергия одновременно достигнет каждого из них, испытание будет выполнено, и вы получите достижение. Это всего лишь камень. После разговариваем с адептом и отправляемся в порт Илун. Находим техника из фонтейна и отправляем ее чинить котел. А сами чилим с малышом Мао. На этом первая часть линейки заданий будет завершена. Продолжение носит название «Нефрит в реке. Сокровища Чэнь Юй». Следуйте за Мао и попробуйте войти в водопад. Пройдите поближе к водопаду и разрушите груду камней слева. Под завалами окажется платформа, к которой нужно применить силу адептов и открыть проход. Спуститесь вниз и пройдите внутрь пещеры, а дальше бегите за Мао по темному тоннелю и исследуйте корни дерева, на которых остались страшные следы от огромных когтей. Продолжайте следовать за мальчиком, чтобы выйти к подсказке, загадочному рисунку на стене подземелья. Очищаем рисунок от зелени, взглянув на полную картину, как люди проводят некий ритуал во время праздника, Мао расшифрует легенду и подскажет, что нужно найти нефрит, который бросали в реку в древности. Решив осмотреться с возвышенности, ответьте Мао «Ладно, идем», чтобы автоматически переместиться в порт Илун. Поглазев на местные красоты, отправляемся кататься на плотике с дедулькой, слушая повести и легенды. Далее предстоит добраться до 2 святилищ и пройти небольшие испытания, которые приведут нас к ценному нефриту. Отправляемся к первому храму. Прибыв на место, наша задача зажечь 2 курильницы, используя силу адепта. Забираем сгусток энергии из подсвеченного треножника, а затем пройдите к крайней курильнице слева. Вновь нажмите кнопочку Т и на иконку карпа, чтобы направить поток вперед. Энергия должна пройти через 3 изваяния сразу. Если сделали все правильно, то временно зажгутся благовония. Спешим к курильнице слева и забираем сгусток силы адептов, чтобы точно так же направить его сквозь 2 другие чаши. Действовать нужно быстро, потому что благовония быстро затухают. Когда закончите, святилище разблокируется. Далее отправляемся ко второму храму. Тут уже попроще. Просто побеждаем всех врагов еще раз и еще раз, одолев злодеев, и также взаимодействуем со святилищем, как и в первый раз. Затем возвращаемся к телепорту и запускаем водоворот. Ну и с криком «Была не была!» сигаем в него, ибо почему бы и нет. Попав внутрь, следуем за карасиком и общаемся с
зачтете адептом. После нам нужно будет собрать рассеянную силу адепта. Спрыгиваем вниз и идем разминаться на хинчурлах. Жмякаем эту светяшку, идем дальше к следующей и забираем силу адептов. Первый фрагмент. Далее находим светящегося кабанчика и активируем режим маньяк. Преследуем его, побеждая по пути мимиков. Далее превращаемся в карасика и долетаем до кабана, чтобы сделать ему атата и забрать силу. Второй фрагмент. Чтобы забрать третий фрагмент силы, бежим сопровождать феечек. Находим хирликов, столпившихся вокруг клетки, сражаемся с ними и освобождаем фею. Вслед за ней появятся еще две. Бегите за ними и спрыгните вниз, когда они очистят яму от воды. Забираем третий фрагмент и двигаемся дальше. Добираемся до очередной загадки, используем силу адепта и поднимаем платформу для разблокировки статуй. Сразу же поджигайте монументы для активации, а иначе они снова уйдут под воду. Выполнив это, лутаем четвертый фрагмент силы и возвращаемся обратно. Забираем заветный нефрит, чутка усохшийся, после чего направляемся к указанному месту. На этом данный этап задания можно считать завершенным. Ну а мы продолжаем. Следующий этап носит название «Древняя жертва священной кометы». Следуем за малышом Мао в пещеру, где нам потребуется разобраться с миазмами. Для этого нам нужно победить для начала моба, у которого над головой находится светяшка. Победив его, наводим камеру на корешок и используем силу адепта. И так 3 раза, пока от них не останется и следа. Осматриваем пещеру, находим настенный рисунок, очищаем его от зарослей, после появится карасик и мы следуем за ним, уничтожая по пути мимик. Добравшись до островка, общаемся с девушкой и подготавливаем все для проведения обряда, а именно помогаем вернуть священных воробушков на их места. Бежим в первое место, видим фею и помогаем ей добраться до острова, по пути расчищая ей путь. Затем примените силу адептов к сове симулякру, которая возникнет за монументом. Помещаем ее на монумент, после появятся 4 больших совы, что свидетельствует о том, что все сделано правильно. Выдвигаемся ко второму месту. Забираемся на островок и встаем на круглую платформу. Это активирует ветряной поток, взлетев по которому мы увидим еще одну платформу. Далее с помощью силы адептов подтяните к себе соседнюю площадку, после чего выстроится мост. А на его конце будет сгусток. Следуйте туда, воспользуйтесь энергией и метнитесь ниже на новые платформы. Забираем сову, возвращаем ее на место и все четенько. Возвращаемся к адепту. После отправляемся в ее покой на чаечек и попутно поискать золотых карпов в долине Яоды. Разбираемся с миазмами 3 разика и проходим внутрь пещеры. Забираем бесцеремонно сову и ставим ее возле шалаша. Исследуем рисунок, после нас телепортнет к другому рисунку, где не хватает фрагмента. Вернувшись обратно, высвобождаем карпа и отправляемся исследовать гору Сюань-Лянь. Сберитесь на вершину, используя водные жемчужины, посмотрите на север и метнитесь к возвышению, на котором виднеется сгусток зеленой энергии. Активируйте прыжок карпа, чтобы принять форму рыбы и быстро долететь до участка земли с телепортом. Не забудьте его сразу активировать. Выдвигаемся к беседке. Там мы узнаем, что нужно собрать еще 3 духовные сферы, чем мы, собственно, и займемся. Загадка номер 1. На планере спускаемся с горы и приземляемся на небольшой участок земли, где стоит каменная статуя рыбы. Необходимо направить нефритовый водопад на изваяние. Для этого возьмите большую яшмовую заколку с помощью силы адепта и вставьте ее в камень повыше. После заберите энергию из открывшегося треножника и направьте ее сквозь 2 курильницы, стоящие справа. Сделайте это как можно быстрее, чтобы благовония в другой чаше не успели потухнуть. И если сделали все правильно, то кусок земли с заколкой поднимется вверх, и водопад попадет на статую, снимая с нее блокировку. Примените к ней силу адептов и получите первую сферу. Загадка номер 2. Добегаем до следующего места, перемещаем заколку в левый слот, затем перемещаем симулякр на поднявшуюся из воды платформу для восстановления равновесия. Взаимодействуем с рыбой посреди озера, чтобы установить ее на место. Снова применяем к ней силу адепта и достаем вторую сферу. Загадка номер 3. Побеждаем всех хиличурлов, чтобы разблокировать статую. С помощью силы адептов возьмем статую и перенесем ее на постамент в воде. Теперь поменяем положение яшмовой заколки справа налево и направьте водопад на изваяние.
Вновь взаимодействуем с каменным карпом силой адептов и присвоим последнюю сферку. Забрав все 3, возвращаемся в беседку и устанавливаем их в каждую статую, а затем общаемся с коллегами. После всего отправляемся в Южные холмы, разговариваем с Фудзинь, стоящей на вершине, чтобы та приступила к обряду и рассеяла туман. Затем активируем механизмы поблизости, чтобы превратиться в карпа и быстро переместиться к соседнему телепорту. Затем сопровождаем рыбку и расправляемся со всеми опасностями на пути. Уничтожаем миазмы, встречаем моего красивого тыгдыка. После разговора побеждаем кысиков и отправляемся на террасу Чиван. Здесь, пока наша подруга совершает ритуал, наша задача бегать по кругу и выносить всех, кто захочет ей навредить. Победив последних, нам нужно будет успокоить Лин Юан. Чувствую себя, успокой. Против шерсти ее погладить. Рекомендую взять в отряд персонажей со стихиями Кирилл и Пира. И когда Тыгадык использует элемент, ее можно вырубить. Если она использует Гидра, замораживаем ее и при помощи Пира делаем таяние или просто разбитие. После этого она будет парализована. Если использует Анема, то создаем рассеивание со сферами, и она также угомонится. В общем, победив ее, девочки померятся, наконец-то, и все будет супер. Далее возвращаем малого в деревню, и на этом цепочка заданий «Нефритовое благословение» официально завершена. Задание «Застланный облаками путь к обители Чван» открывается после завершения прохождения сюжетной цепочки «Нефритовое благословение». Дождитесь следующего игрового дня или перемотайте время в главном меню. Квест появится в общем журнале автоматически. Затем поднимитесь на вершину горы Лаесинь и встретитесь с Ли Юань, чтобы приступить к прохождению. Это задание нам необходимо выполнить, чтобы открыть систему подношений Заветный Нефрит, куда мы приносим духовных карпов. Видео со сбором всех 50 штук уже на канале, ссылочку также оставлю в описании. Ну и также в этой пещере находится деталька для решения головоломочки «Стена Чиджан». Но видео с загадкой я уже добавлю в плейлист «Секретные достижения». Для начала квеста «Трехкратное ожидание» разыщите дядюшку Ло в деревне Цяон и начните с ним диалог. Далее по заданию нас попросят помочь Гори настроить 3 монолита. Отправляемся в первое место на востоке. Из деревни пройдите на восток и предварительно разберитесь с группой пирослаймов, чтобы войти в небольшую пещеру. Внутри, на вершине холма, находим монолит, о котором говорила исследовательница, активируем его, выбрав вариант «Войдите в резонанс с монолитом», чтобы запустить испытание. Для этого воспользуйтесь силой адептов и зажженной курильницей, парящей в воздухе. Подойдите к первому контейнеру так, чтобы он был впереди персонажа, и, смотря в сторону курильницы, дождитесь, пока она займет самое высокое положение. В этот момент активируем силу адепта, чтобы огненный снаряд попал точно в цель. Таким же способом активируем оставшиеся контейнеры. 2 нижних подставки получится зажечь одновременно, если встать так, чтобы они выстрелились перед персонажем в колонну. Силой адептов воспользуемся, когда курильница окажется в средней точке своего маршрута. Последний контейнер получится зажечь, когда благовония опустятся на самое дно комнаты. Выполнив все манипуляции и закончив первое задание, отправляемся к следующему. На юге бочонок расположен на камне рядом с беседкой, к югу-западу от деревни Цяонин. Заберитесь наверх и войдите в резонанс с монолитом, чтобы запустить испытание по его настройке. Поднимитесь в воздух на возникшем ветряном потоке и активируйте движущуюся платформу, воспользовавшись силой адептов. Когда платформа завершит движение, рядом с ней возникнет летучий анемослайм. Приземлитесь на каменный круг и лопните его. После этого появится еще одна волна перемещающихся целей, разрушить которые получится ударом по площади или прицельными выстрелами лучников. Активируйте возникшую после победы над слаймами метку золотого карпа, чтобы вознестись еще выше. На верхней платформе предстоит еще раз пострелять по летучим целям. Воспользовавшись любым лучником, разбейте всех слаймов и тюнер перезапустится. А это значит, остается последняя загадка. Механизм вы найдете в центре водоема. На небольшом острове войдите в резонанс с ним, чтобы запустить испытание в виде сцены с лотосами на воде. Когда вокруг соберутся все лотосовые светильники, отыщите один вращающийся и исследуйте его. Свеча сменит положение, а на ее месте возникнет группа гидрослаймов. Одолейте их, чтобы приступить к решению загадки. На том месте, где были слаймы, возникнет лотосовый фонарик. Подберите его силой адепта и зажгите все светильники поблизости. Для этого не обязательно устанавливать фонарь где-либо. Достаточно просто быстро пробежать мимо всех свечей.
Настроив все монолиты, возвращаемся в деревню, чтобы подтюкать немного по чайнику, ну а он в свою очередь нас засосет. Где нам предстоит сражаться с монстриками, победив их, мы тем самым очистим чайник от энергии, и он вновь заработает. На этом задание будет завершено. Следующее в нашем списке – прогулка по залу Ваньшань, которую следует запомнить. Это тоже цепочка заданий, поэтому разберем каждое отдельно. Для доступа к заданию прогулка по залу Ваншань, которую стоит запомнить, рекомендуется достичь как минимум 20 ранга приключений, а также завершить задание Архонтов «Песень о драконьей свободе», чтобы направиться к границам Лиюэ. Есть два варианта, как запустить задание. Прийти на место и постучаться в храм, либо, как сделал я, начать разговор с Хуаном III, который располагается в порту Илун. Отправляемся в храм, где нам скажут пройти два испытания. Первое, где нужно скакать по столбам, которое я успешно провалил, но дедок наоборот меня похвалил и засчитал. Второе, где нужно бить красные манекены. Я прошел, но что-то мне подсказывает, что тут совершенно неважно, выполнишь ты их или же провалишь. Хитрый жук Хуан все равно тебя затащит в храм. Если у вас были провальные попытки, напишите, прав ли я. После испытаний мы открываем дверь в храм, проходим экскурсию, гуляем с дедушкой по храму, попутно вытворяем все, что душе угодно. Берем то, что нельзя, кормим белку, в общем, водить нас будут долго, после дедок будет разводить нас на мору. За что поплатится? Отведав особого блюда пайма. Поэтому, когда будете его готовить, сыпьте как можно больше соли. Рванув бедолагу, задание будет завершено и автоматически запустится следующая часть под названием «Древние свитки и искусство меча Гухуа». После того, как Пайман скажет, что она недовольна обманом, направляйтесь к решетке поблизости и войдите в библиотеку. Рядом с проходом используйте ключ и нажмите кнопку «Открыть дверь». Продолжайте идти вниз по тоннелю, пока не доберетесь до помещения с каменными книжными шкафами. В дальнем углу комнаты находится паутина с пауком, которую нужно уничтожить, там же расположены записи с подсказкой. Читаем их полностью. Это запустит загадку, и после приступаем к ее решению. Встаем в центр комнаты, активируем чувство стихий, и наша задача разместить книги по своим местам. Желтую книгу в желтую рамочку, красную книгу в красную рамочку, так далее. Выполнив это, запустится механизм, который спустит воду и откроет нам путь дальше. На этом задание закончено. Двигаемся к следующему этапу под названием «Скрытая долина. Тайный герой». Двигаемся дальше по пещере, пока не попадем на арену, где нам предстоит пройти боевое испытание. Само испытание состоит из 4 волн врагов разного уровня сложности, между и во время которых будут появляться ударные волны, наносящие дополнительный урон. Победив всех врагов, двигаемся дальше, пока не наткнемся на меч. Это и будет завершение цепочки заданий, плюс этот меч нам понадобится для выполнения секретного достижения, его также найдете в плейлисте «Секретные достижения». Следующее задание называется «Странствующая обитель». Чтобы его запустить, нам необходимо первое – выставить время с 19:00, а второе – прибыть на западное побережье склона чайного дерева. Там вы обнаружите плот с девочкой, которая и даст нам это мистическое задание. Выслушав просьбу Сян Цзюнь, отправляйтесь в место, которое она отметила в указанной области, отыщите палатку и осмотрите сумку, висящую на ней. Из записей станет понятно, что дедушка девочки отыскал некую тропинку, которой и отправился к горе Сюньяль-Лялень. Нужная тропинка находится в ущелье долины Яоды. Рядом с рекой разбили лагерь Хиличурлы. Одолейте их, победив 2 волны. Чтобы расчистить путь, дальше за лагерем найдите груду камней и разрушьте ее при помощи взрывающейся бочки, стоящей рядом. Войдите в пещеру, находившуюся за камнями. Спуститесь с выступа вниз, но не проходите дальше по коридору. Нужные вещи с записями лежат прямо у подножия скалы, с которой пришли в зал. Осмотрите их и узнайте дальнейшую историю дедушки. Отправляйтесь на поиски раненого травника, чтобы попытаться отыскать его в конце маршрута. У горы Сюань-Лянь. Пещера со священной водой, за которой направился мужчина, заперта барьером. Для его снятия потребуется запустить механизм с нажимными плитами. Одна из них уже активирована беззаботным симулякром. А на другую встаньте любым персонажем, либо используйте геоконструкцию. Внутри вы не найдете следов травника, однако там же можно набрать священной водички, о которой говорила девочка. После возвращаемся в деревню и узнаем, что дядьку, которого мы искали, нет в живых уже как 3 года. И отправляемся на грядки, где травник выращивал свою волшебную травку. Поливаем. На этом задание завершится. Но прибыв на это же место на следующий день, вы обнаружите выросшие цветы, исследовав которые получите эпический артефакт.
Следующее задание. Песок договоренностей. Недалеко от южной точки телепортации у горы Минь-Юань вы найдете группу людей, напавших на девушку. Помогите пострадавшей и одолейте вражеский отряд. Новая знакомая поблагодарит за помощь и представится Железной Доуэр, участницей группировки Железо и Соль. И озадачит нас дальше. Нам всего-то нужно и будет лупасить, и по итогу еще и выяснится, что она вообще из миллилитов под прикрытием вот так вот поворот. И да, на этом все, задание закончится. Путешествие по Чиньюй. Побудем теперь фотографом. Данное задание появится у вас после прохождения предыдущих заданий, а именно Священные горы, деревня Цяонин, странствующая обитель и трехкратные ожидания. Найти его можно будет в порту Илун. Поднявшись наверх, за стойкой на верхнем этаже сидит Фан Цзюй. Поговорите с ней, чтобы принять участие в конкурсе фотографий, главная цель которой – прославить прекрасные пейзажи долины. Ну а дальше по накатанной. Отправляемся в первое место, чтобы запечатлеть местные красоты. Выставляем необходимое время. По заданию это с 8 утра до 10 утра. Ставим в зону для съемки и делаем снимок. Сохранять не обязательно, главное щелкнуть. После отправляемся к следующему месту. Деревня Цяонин. Подойдите девочке с пеликаном. Пообщавшись с ней, бежим на место съемки, подзываем пеликана, выбрав диалог, начинающийся с «Хари», как показано на видео. Выставляем время с 3 до 5, делаем снимок, собираем вещички и бежим к третьему месту. Доберитесь до склона чайного дерева, спуститесь к водоему и очистите место для фотосессии от слаймов. Когда закончите, встаньте к отмеченной на берегу точке и сделайте снимок лотосового пруда. Промежуток с 7 вечера до 8. Отправляемся к четвертому месту. Там нам дадут еще раз размяться с хеличурлами, чтобы спасти конкурента. Сделав это, выставляем время с 5 до 6 вечера, встаем в нужное место и делаем последний снимок. Ну а после возвращаемся к нашей подруге, отдаем ей фотки, перематываем время на следующий день, ну и затем выигрываем все, что только можно в этом конкурсе. В том числе и фотоальбом на память. На этом задание завершено, осталось еще 4. Заоблачный и перчик. Задание чисто для галочки. Для его активации необходимо посетить локацию долины Чиньюй после достижения 20 ранга приключений и пройдите немного вглубь территории от начального телепорта. Идите по дороге, пока не увидите 2 людей и 1 яка в лагере. Чтобы начать выполнение задания, подойдите к Вэньхуа и начните с ним диалог. После идем делать нагоняй похитителям, устраиваем голодные гонки, кормим бедняжек и хэппи-энд. Поэтому двигаемся дальше. Задание Цяонин, деревня истории. Для того, чтобы приступить к миссии, потребуется завершить следующие задания. В Кур-де-Фонтейне опасность поджидает на каждом шагу. Священные горы, деревня Цяонин. Прохождение этих заданий также будут в описании возле тайм-кодов. В общем, наша подруга из Фонтейна, которая капец как там шугалась всего и закончила книгу, наконец-то приступает к следующей. Ну а наша задача обратно носиться с ней, пока она не наиграется или кысик не свалит. Ну в общем, чтобы активировать задание, отправляемся на юг от деревни Цяонин, говорим с Гиайарарой, стоящей рядом с серым котенком неподалеку от домов. И начинается няньканье. Здесь ничего сложного. Фоткаем рыбу, тусуем всю ночь в поле с ней. Задание будет, в принципе, после этого завершено. Поэтому не вижу смысла задерживаться. Переходим дальше. Привыкание к местности – тоже задание, для которого нужно, чтобы вы выполнили следующие задания. Из 3 идущих сначала нужно отыскать учителя. Фонтейновское задание. Священные горы, деревня Цяонин. Из цепочки квестов нефритовое благословение. Ну и вот мы уже разобрали. Погнали. Отправляемся к телепорту. Справа от порта Илун бежим к беседке и начинаем диалог с гидрологом. Затем отправляемся в горы, чтобы установить механизмы. Заберитесь по скале наверх, установите устройство на месте золотого луча. То же самое проделаем и на 2 горе. Возвращаемся к тете, докладываем ей о готовности, а затем отправляемся к навесному мосту, где, как оказывается, наши знакомые попали в засаду. Отметили вражину, мы спасаем их. Ну а дальше приходим на место, где ребятки будут снимать фильм. На этом задание завершится. Итак, последнее мировое задание под названием «Бабочка, что тихо летит сквозь долину».
лепидоптерологом выговорил. Для запуска квеста «Бабочка, что тихо летает сквозь долину», отправляемся в подземную локацию Двор Линшу. Находим там беззаботного симулякром, обитающего в пещере. Для этого переместитесь к точке телепортации в долине Яоды и войдите в пещеру, расположенную на западном берегу реки. После нам потребуется отыскать всех бабочек и вернуть их по местам. В первом месте, где нас поджидает бабочка, нам нужно решить загадку с баночками. Для этого берем банку, которая у нас в воде, и ставим ее на монумент слева. Тем самым открываем еще одну такую баночку, забираем обе и ставим по две стороны от бабочки. Барьер снимется и первая поймана. Второе испытание. Нужно запустить поиск бабочек, после этого собираем всех 4, как на видео, и вторая нужная нам бабулька отправляется к себе. Двигаемся дальше. Третье место. Это загадка. Хватаем сову и ставим ее на место. А после скарабкаемся на холмик позади нее и смотрим на рисунок. Оттуда и вылетит наша бабочка. Рядом с этим местом вы можете отыскать монумент с испытанием. За ограниченное количество времени соберите 18 геочастиц, используя специальные механики. Проходя его, вас по итогу забросит к 4-й бабочке, а это значит останется только одна. Находится она в пещере за паутинкой. Взрываем бочку, заходим и взрываем еще раз бочку, расположенную уже внутри, и освободит нашу бабочку. Разделавшись с мобами и вернув бабочку, возвращаемся к сове, чтобы она зачитала молитву. Смотрим на магию вне Хогвартса, а затем ломаем ветку от дерева, тащим ее в покое адепта. Там будет горшок, над которым должна порхать бабочка. Размещаем в него отломанную ветвь, получаем роскошный сундук. И на этом все мировые задания данной локации завершены. Ну а мне остается лишь надеяться, что видео оказалось для вас полезным. И до новых встреч. Пока-пока.